Приветствую тебя, коллега. Наверняка ты не знаешь, что у меня есть закрытая группа на Бусти. Здесь я публикую только концентрированную информацию. Есть закрытые видео для разовой покупки, есть подписки. В общем, ты можешь перейти, посмотреть и подобрать именно то, что тебе нужно. Ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии и в описании. Шероховатость поверхности – это не просто эстетика, это вопрос выживания и работоспособности долгой и правильной вашей детали. От нее напрямую зависит износостойкость, усталостная прочность и плотность посадок. Сегодня я докажу вам, что для получения идеального зеркального блеска не обязательно нужны шлифовальные станки или специализированные дорогостоящие пластины. Обычный токарный резец в умелых руках способен творить настоящие технологические чудеса. Главное – это понимать физику процесса, скрытую от невооруженного глаза. И начнем мы с того, что диктует нам сухая математика, которая скрывает один очень коварный подвох. Взгляните на эту классическую формулу из учебников. Высота в микронеровности зависит от квадрата подачи, деленного на 8 радиусов при вершине резца. Казалось бы, все элементарно. Чтобы улучшить качество, просто уменьшай подачу или бери пластину с огромным радиусом. Но металлообработка не прощает такой прямолинейности. Теоретический расчет мгновенно разбивается о пластическую деформацию, наростообразование и также термические расширения. Так что же произойдет с деталью, если мы просто слепо выкрутим подачу станка на минимум? Снижение подачи – наш главный рычаг, но у него есть жесткий предел. Идеальный диапазон для чистовой обработки лежит в пределах от 5 до 0,15 мм наоборот. Если вы опуститесь ниже 0,02, резец перестанет резать. Он начнет просто скользить, безжалостно снимая и вдавливая металл. Этот эффект выглаживания вызывает дикое наклепывание и мгновенно портит чистоту поверхности. Хорошо, мы настроили идеальную подачу, но поверхность все равно выходит рваной. В чем же кроется причина? Ответ кроется в скорости резания. При низких скоростях возникает главный враг чистовой поверхности – пресловутый нарост. Это налипший на режущую кромку кусок металла, в принципе вы это знаете из моих предыдущих видео, который работает как тупой клин, оставляя за собой глубокие борозды и рваные следы. А выход тут один – повышать скорость. Увеличение скорости вплоть до 120 метров в минуту позволяет буквально срезать нарост, обеспечивая идеальный сход стружки. Но даже космическая скорость не спасет вашу деталь, если вы нарушите золотое правило глубины. Запомните навсегда, глубина резания всегда должна быть строго больше радиуса скругления режущей кромки. И если вы берете слишком малую глубину, резание превращается в отжатие. Радиальные силы резко возрастают, инструмент начинает отталкиваться от детали, провоцируя мерзкую мелкую вибрацию. Именно поэтому оставлять на чистовой проход пару соток – фатальная ошибка для стандартного резца. Кстати, о радиусе при вершине. Большинство свято верит, что чем он больше, тем лучше. Давайте разрушим и этот миф. Да, радиус в 1,2 мм теоретически заглаживает поверхность лучше, чем скромные, более меньшие радиусы. Но применение таких огромных радиусов – это палка о двух концах. Большой радиус колоссально увеличит пятно контакта и радиальную нагрузку на станок. Если ваша система недостаточно жесткая или вы точите длинный тонкий вал, вместо зеркала вы получите настоящую стиральную доску из-за автоколебаний. Раз мы так жестко ограничены в радиусе, как же еще мы можем изменить геометрию инструмента для безоговорочной победы? Секрет кроется в правильных углах. Положительный передний угол радикально снижает силы резания и обеспечивает тот самый плавный сход стружки без микровырывов. А главный угол в плане, близкий к 90 градусов, направляет всю мощь резания вдоль оси детали, а не поперек ее. Это невероятно стабилизирует процесс, убивая любые вибрации, просто, как говорят, в зародыше. И тут у вас может возникнуть закономерный вопрос. А не проще ли просто купить дорогую пластину с зачистной Viper геометрией? Viper пластины выглядят как магия, позволяя
удваивать подачу без малейшей потери качества. Но это ловушка для новичков. На вязких материалах вроде алюминия или меди вайпер не режет, а размазывает металл. А на длинных и тонких деталях их огромная площадь контакта вызывает сокрушительные вибрации. В этих условиях обычный острый стандартный резец всегда одержит уверенную победу. Но чтобы он победил, его кромка должна быть подготовлена особым образом. Идеальная поверхность требует идеального инструмента. На микроуровне кромка не должна быть абсолютно острой, иначе она мгновенно выкрашится. Требуется филигранное ее скругление определенным радиусом, всего от 10 до 20 микрометров. А если мы отполируем переднюю поверхность резца, то кардинально снизим трение, отведем тепло и полностью исключим налипание стружки. Но, к сожалению, в процессе суровой работы даже безупречная кромка неизбежно начинает стареть. Что происходит в этот критический момент? Вот эта рекомендация, она очень важна, если вы имеете возможность выбирать определенные кромки, потому что сейчас пластины покупные, то есть вы должны обращать именно внимание на эту самую кромку, потому что за счет покрытия, за счет различных других манипуляций эти кромки имеют сегодня различные скругления. Итак, износ – это тихий, неумолимый убийца качества. Как только фаска износа по задней поверхности превышает 2-3 мм, шероховатость начинает расти в геометрической прогрессии. Площадь трения увеличивается, температуры в зоне резания взлетают до небес, и процесс контролируемого резания превращается в хаотичное разрушение металла. Нам жизненно необходимо отводить это колоссальное тепло. И для этого в нашем технологическом арсенале есть весьма мощное оружие. Да, я говорю про СОЖ, смазочно-охлаждающие жидкости. Это не просто водичка, чтобы деталь не дымилась. Подача эмульсии под высоким давлением эффективно ломает стружку, а сульфированные масла создают мощнейшую смазочную пленку, гасящую микротрение. Грамотное применение СОЖ позволяет уменьшить шероховатость на внушительные 20-30%. Но, знайте, даже если вы зальете деталь в лучшем мире сверхдорогим СОЖ, все будет напрасно, если сама основа вашего процесса нестабильна. Любая даже микронная вибрация мгновенно и безжалостно отпечатывается на детали. Жесткость системы, станок, приспособление, инструмент, деталь – это наш абсолютный фундамент. Минимально возможный вылет резца, массивные державки и сверхнадежная фиксация заготовки. К сожалению, вибрационные следы уничтожают самую блестящую теорию, превратив цилиндр в многогранник. Однако, что делать, если станок монолитен как скала, резец идеален, но сопротивляется сама структура металла? Тогда что вам делать? Парадокс машиностроения. Мягкий металл не значит удобный в обработке. Я часто с этим сталкивался на практике в производственных цехах. Иногда, чтобы получить чистый срез без задиров, нам необходимо искусственно повысить твердость материала перед точением. Термическая обработка, например, закалка с последующим отпуском, доводит структуру стали до оптимальной твердости. Стружка начинает сходить ровно, не наволакиваясь на резец. И именно этот подход открывает нам двери к высшему пилотажу токарного мастерства. Твердое точение закаленных стали с твердостью за 60 единиц по Rockwell. Это технология, отправляющая дорогостоящее шлифование в прошлое. Используя стандартные резцы из кубического нитридобора или керамики на малых подачах, мы получаем шероховатость порядка 0,25-0,5 микрометра. Сноп золотых искр, зеркальная деталь прямо из-под резца. Это абсолютный триумф технологии. Потому что, скажу вам из личного опыта, много лет я работал с твердым точением. Это действительно великолепная технология. И если вы делаете все правильно, то на выходе вы получите по-любому просто идеальную шероховатость. Может быть, не 0,25 вы получите, но получите как минимум как после хорошей шлифовки. Итак, мы собрали воедино все фрагменты этой сложнейшей головоломки. Какой же наш финальный рецепт?
Достижение зеркальной шероховатости обычным резцом — это грандиозная технологическая симфония. Скорость достаточная для убийства нароста. Подача около 0,08 мм, глубина резания строго превышающая радиус привершения и абсолютная непоколебимая жесткость системы. Понимаете физические законы, вы способны заставить стандартный инструмент выдавать просто шедевральное качество. Применяйте эти знания на практике, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Boosty, переходите в первом закрепленном комментарии. И всем добра. Пока-пока.